Duck Survival RPG Shooter. Мобильная игра, вышедшая больше недели назад, которая без шанса покорила рейтинг новых игр в Google Play. Оценка 4,8 и уже больше 500 тысяч скачиваний. Так что же нас там ждет? Давайте смотреть. Приятного просмотра. Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Это, как я понимаю, история нашего главного героя. Если честно, я вообще без понятия, что нас сейчас здесь ждет. Я видел в описании то, что это игра жанра Tower Defense. Но в каком виде это будет реализовано в этой игре, я не знаю. Играется игра в книжной ориентации, и еще игра может быть синглплеерной, но без интернета войти вы в нее не можете. Проклятые монстры, отпустите моего друга. Стоп, а там кто был у нас? А, это другие утки. Мы играем за утку, это RPG-шутер, как было понятно. И мы спасаем уток. А в чем смысл этого? Ну, наша утка какая-то уникальная. Она, видимо, результат каких-то опытов. Следующая атака, нам нужно отбиваться. А, я понял. Я увидел, вверху у нас есть волны. Нам нужно отбиваться от волн. Всего будет 4 волны. Последняя волна это босс. Ну, выглядит пока что игра довольно неплохо. Опа! Мы апнули левел, и нам нужно выбрать навык. Быстрая стрельба из 2 пистолетов, пожалуй, выберу. Не знаю, здесь нужно сидеть, понятное дело, разбираться в этой игре, обучаться, чтобы понимать, какие скиллы лучше всего подходят. Ну, со временем можно научиться. Здесь я, наверное, дальше вкачаю на 3 звезды. Игра довольно-таки казуальненькая, и геймплей мне понятен в том плане, что я играл похожие RPG-шки. Бьешься с монстрами, потом апаешь левел, за каждый левел тебе предлагают 3 каких-то навыка, ты вкачиваешься, а потом это все обнуляется, как только ты приходишь до следующего уровня. У нас здесь, правда, есть еще между волнами какие-то паузы. Я не знаю, что мне нужно делать в них, для чего они предназначены, но мы, понятное дело, что-то здесь строим. Ладно, идем в бой. Больше я не знаю, что здесь делать. А, я понял, это красная стрелка, стрелки эти, это направление, с которого на нас наступают. Хорошо, я думал, что нам почему-то туда нужно идти. А я поставил башню, кстати, которая мне помогает. А, все, я понял, где здесь элемент Tower Defense, о котором я говорил. Элитный враг приближается. Это типа у нас мини-босс. А, он прям конкретно нацелен на башню. И они все нацелены на башню. А, все, понял. Ну теперь это действительно похоже на Tower Defense. А это что такое мы получаем? А, сразу 4 скилла. И эти скиллы у нас есть вверху справа. Типа я их могу юзать? А, нет, это типа пассивные скиллы. Тут что, мы можем нам нанять какого-то помощника? Какие-то бойцы? Ну, как я понимаю, зомби у нас не нацелены на... Не на нашего персонажа, не получается на вот этих троих, которых я купил, или на них нацелены. Мы получаем урон. А почему мы получаем урон? Потому что мы стали на пути у монстров. Ну да, видимо, только при таком сценарии мы получаем урон. А, стоп, нет, вот здесь наши ребята тоже получили урон. У нас босс-файт. Блин, волна какая-то тяжелая будет, по ощущениям. Мы как будто бы не вывезем. Боссы очень плохо дамажат. А это что у нас за помощник появился? А, уже пропал. А, это помощник, это наш скилл. Да, походу, да. А, так они автоматически активируются. Вот, есть какой-то скилл на ледяной шип. Я его замечал время от времени. И был вот этот скилл, то, что у нас заспавнил какого-то помощника. Все, босс победили. Ну, начало у нас получилось отличное. Что и должно быть, собственно, в начале. Глава 1. Безысходная пустошь. Получаем монетки, получаем экспу. Это у нас что, просто статистика или что? Да, это чисто статистика, это не какая-то прокачка. Повышение уровня до 2, разблокирован магазин. Так, навык можно прокачивать через прорыв. Помимо прокачки у нас будут открываться доп. Способности. Ну, то есть вот здесь есть у нас выдающийся уровень, потом идет элитный, эпический. Да, здесь разные прокачки есть, а тут что? А, ну тут тоже дополнение. Короче, можете выбрать любой навык и прокачивать его. И, соответственно, он станет не таким слабым, как был, допустим, в начале, но, с другой стороны, все равно все превращается в поиски меты, в поиске того, что лучше всего работает. Ну да, и вся прокачка заново, и здесь прокачивается... А, так этот навык у нас вот здесь в пассивках. Ну, не в пассивках, а он автоматически, типа, у нас активируется. Я понял. Я почему думал, что вот этот навык у нас изменится, который активный и который я прожимаю. Ну ладно, прокачиваем пока что этот пассивный навык. Вот так вот он режет, но на самом деле, да, он статичный, но это полезно. Потому что мобы всегда все равно идут по одному и тому же маршруту. Есть у нас 2 башни, больше ничего я делать не могу. Но у нас по мере каждой волны открываются новые возможности для построек. А, так тут стрелки. Так мне, наверное, в фокусе для начала нужно было стрелков. А я не могу целиться, да? Да. Игра автоматически выбирает противников. Ну, тех, которые ближе всего ко мне, судя по всему. Башни нам нужно чинить, хотя я их апгрейджу до 2 уровня. Но по базовому урону я бы не сказал, что у меня что-то прям хорошее. Здесь все упирается либо в пассивные навыки,
либо в активный гнев в пламени. Это что у нас будет? Нет, нормально. Я думал, что я вообще должен был наводиться. Прокачиваем. А что это за навык? Типа он нам навсегда уже выдается или как? Ну, не уверен, но ладно, играем пока что. О, справились. Да ладно, у меня чуть одна башня не пала. Но справились. Они, кстати, регенятся немножечко, но не полностью. Могу это прокачать до 2 уровня. И благодаря этому у меня открываются вот наемники. Наемники мне нужны. Еще одна башня тоже нужна. Ворота. Ну, на максимум как будто бы сделали. Хотя нет, я вот здесь мог прокачать. Ну уж ладно, уже денег нет. Ой-ой, у нас летающие какие-то появились, летучие мыши. Вот что-то я таких не ожидал. У них немного другая траектория движения, элитный враг приближается, я еле-еле вообще здесь сдерживаю, но с другой стороны, они еще до ворот не добрались. Так что я думаю, все нормально. Элитного мы вообще очень быстро сбрили, на самом деле. О, гнев пламени красный. Это уже выше 5 звезд, по-моему. Очень легко, на самом деле, справились. То ли эта прокачка навыка мне дала такой эффект, то ли ворота. Ну, хотя до ворот они не то чтобы особо прям добрались. О, сколько у меня уже бойцов, 6 за раз. И больше прокачек у нас нет, значит мы должны справиться с такими ресурсами. По навыкам я вроде нормально вкачал. Самое имбовое это то, что я активный навык вкачал на красную звезду. Это типа как 6 звезд или что? Ну это реально имбово. Вот, прожимаю этот навык. И смотрите, как он быстро всех сбрил. Это очень жестко. Босса мы так просто уже не вывезем. А если навыком жахну? Ну, не то чтобы много, но зато мелочевку всякую мы устранили. Так это не босс, это просто элитный боец, вот босс. Нужно не забывать то, что у боссов есть специфические атаки, которые нужно доджить. Отлично, справляемся, даже ворота не пали. Разблокирована новая система снаряжения. Ну, мы можем теперь, да, экипировку ставить. Экипировка нам дает плюс хп, плюс урон, если оружие будет. Ковка это обычный апгрейд, да? Что еще, кстати, мне бросилось в глаза, в игре есть энергия. 30 из 30 энергии, то есть каждая попытка у нас затрачивает энергию. Можно, кстати, вот здесь немножечко покрутить, что-то повыбывать. А ну-ка. Я получил какие-то новые скиллы. Прокачиваем. Ледяной шип, яростный цыпленок, вращающееся лезвие. Все на 2 звезды. Ну ладно, попробуем дальше играть. Можно задушнить, кстати, в том плане, что игра похожа по геймплею к некоторым другим, которые я лично играл. Тут же Arch Hero, может кто-то знает. Еще какая-то игра, где в названии что-то типа легенды есть. Выжившая легенда. Я не помню, как называется мобильная. Там тоже похожий геймплей. Да, понятное дело, что многие вещи там отличаются, но также много чего есть похожего. Но благодаря тому, чему они все-таки отличаются, можно залипать даже во все из них. И при этом, ну, не будет складываться такого ощущения, что ты играешь просто в одно и то же. Умеют делать их разрабы, так, чтобы они не надоедали игроками, не были рутинными. Вот эти пауки, которые у нас есть, смотрите, что они делают. Они выбрасывают мелких пауков, и я вообще не вывожу. Еле-еле, с трудом мы отбились. Стоп, так я могу, кликая, прокачивать, да. А я что-то думал, что мне нужно подойти на то место. Есть ощущение, как будто бы у нас огромнейшие проблемы. 2 паука еще целы, они еще спавнят новых. У меня уже пали все башни. Скилл в КД, ну, я не знаю, что делать. Это как будто бы все неиграбельно. Ну да, мобов много. Вот знаете, что мне не нравится пока что? Единственное, что я выделю, например, вот этот скилл с пилой, который у меня есть, я не могу никак контролировать, где он заспавнится. И он где-то спавнится, где не нужно мне, где он не будет сметать всех противников на своем пути, и это как-то невыгодно. И давайте теперь смотреть, что нам нужно делать. Есть у нас какой-то набор героев с целой анимацией своей, но, видимо, снарягу нам нужно качать. Новый герой. Снаряжение. Я что-то об этом забыл, реально за счет снаряжения во многом мы и можем прокачиваться, потом еще делать попытки и с какой-то попытки в итоге пройти. Ладно, попробуем перепройти 3 главу, может быть в этот раз получится. Что мне вообще дала прокачка это? Вот где у нас герой. Мы остаемся при своем герое, то есть при вот этой утке. У нас не сменился герой, но он при этом все равно с нами. Ух ты ж, а вот это интересно. А что значит связь? Типа у него есть связь с этим... да, с этим навыком. Точно, там же писал, что у него есть этот навык. Да, он спамит этими навыками. Блин, это имба. Опа, элитный сундук выпал, и мы получаем вращающееся лезвие. Эволюционирует в золотое, то есть красная звезда. Довольно-таки быстро. У нас только 4-я волна, а у нас уже скилл красный есть. Кстати, я не знаю, что здесь вообще выгодно прокачивать башню одну и ту же до высокого уровня или строить много башен. Ну, короче, в этой игре еще в многих моментах нужно разбираться, много наигрывать. Но это и хорошо, игра в целом и должна быть такой. А вот и последняя волна, где у нас будет босс. Мы в паре с вот этим героем вообще справляемся без особых проблем. Я играю вообще только в 2 башни. У меня есть 2 башни и только ворота, но они прям прокачанные очень хорошо. Вот у нас паучиха. Только не говорит, что эта паучиха будет также спамить мелкими, как и спамили мини-боссы, потому что тогда будет очень тяжело.
А, да, спамит, но спамит она куда слабее. О, пуля пронзает одного врага. Вот здесь я тоже еще один скилл на красный вкачал, на красную звезду. Кстати, а наш танк не особо теряет хп. Я не знаю, как это работает, но что-то его как-то не пробивают особо. Или у него есть какой-то хил, я не знаю. Как-то даже не обращал внимания. Даже ворота не пройдет, ну да, даже близко. Справились мы с этой паучихой вообще без особых проблем. Хотя в прошлую попытку мы даже до нее не добрались. А, это еще не конец. Нам еще с вот этими яйцами нужно разобраться. Все, готово. Победа! Прошли без особых проблем. И у нас появилось какое-то новое событие, ремонт. А, ну да, нам же выдали вот эти 5 деталей. Мы поремонтировали и получили награду. А, и все. Но это не прям что полноценное событие. Так просто дополнительные бонусы. Что в итоге я могу сказать по этой игре? Это видео формата первого взгляда. Понятное дело, полностью эту игру раскрыть невозможно за эти полчаса, которые я в нее играю, и это, как по мне, хорошо. Игра сделана отлично, довольно-таки качественная работа, да, есть много похожих аналогов, я вам даже некоторые из них называл в этом видео, но я бы сказал, что все эти аналоги играбельные, но по опыту игры в те другие аналоги могу сказать то, что если вы хотите из этой игры выжимать максимум, то игра у вас будет отнимать очень много времени, потому что в таких играх много разных событий, есть ограничения в энергии, та же энергия кадешится, и вы пока ее потратите, пока все события испробуете, спустя какое-то время она восстановится, вам нужно идти снова. Ну, короче, это прям гриндилка еще та, я к этому веду. Но гриндить в этой игре есть что? Много разных прокачек, разнообразие контента, очевидно, есть, прогрессия есть, ну, минусов как таковых особо и нет. Я прекрасно понимаю, почему эта игра выстрелила. Я понимаю, почему у нее такая высокая оценка, ну и еще я, наверное, не упоминал о том, что у игры довольно активная рекламная кампания, ее рекламируют. Там разные видосы нейросеткой сгенерированы про этого утенка. Мне эти видео просто попадались, поэтому это тоже фактор успеха этой игры, очевидно. Ну а как вам? Согласны ли вы с моим мнением или есть что-то в этой игре, что вам прям категорически не понравилось? Можете писать свое мнение в комментариях. Но я надеюсь, что это видео вам понравилось. И если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успеха и надеюсь увидимся в следующем выпуске.